you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим гибридные наушники от компании Tansio Mirai стоимостью $239. И поставляются они в небольшой золотистой коробке с логотипом компании TSMR на лицевой части и названием этой модели Fit уже на обратной стороне. Ну и здесь также есть преимущество этих наушников. Ну и за воспроизведение звука в этих наушниках уже отвечает два динамических драйвера диаметром 8 мм для низких частот и два арматурных излучателя от Knowles для средних и высоких частот. Но чувствительность составляет 104 дБ, и они получили довольно низкое сопротивление 10 Ом. Поэтому для лучшей совместимости, безусловно, лучше использовать эти наушники только с источниками с низким выходным сопротивлением. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Два набора силиконовых амбушюр, щеточка для чистки наушников. Инструкция по использованию наушников. Ну и кожаная стяжка для кабеля. Эти наушники имеют довольно средний размер и изготовлены полностью из прозрачной синей смолы. Их передняя панель имеет очень необычный внешний вид и выглядит так, как будто она сделана из переплетенных тонких синих нитей или даже волокон, с надписью TSMR на левом наушнике и Fit на правом. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом с ним находится единственное и довольно крупное компенсационное отверстие, защищенное сеточкой на правом наушнике с красной окантовкой, а на левом уже синий. Ну а звуковод у них имеет длину 4 мм, диаметр 6 мм и получил едва заметный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. Ну и несмотря на то, что звуковод у этих наушников довольно короткий, посадка у них удивительно удобная. Они хорошо сидят в ушах без вакуумного эффекта, и благодаря плавной форме корпуса и точному углу наклона звуковода достигается плотная, но ненавязчивая посадка, что как раз и нужно для стабильной фиксации и более комфортного длительного прослушивания. И также стоит отметить, что эти наушники обеспечивают отличную звукоизоляцию, уверенно глушат внешний шум, не создавая ощущения какой-либо запечатанности в вакууме. А вот комплектный кабель хоть и довольно хороший, но если вы вдруг все же захотите выжать весь максимум из этих наушников, то от себя смело рекомендую к покупке такие кабели, как Penon Asus Plus стоимостью $215, либо Penon Apex стоимостью $219. И все необходимые ссылки на их покупку вы найдете в описании к этому обзору. Но приобрести гибридные наушники Tansio Mirai Fit вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Tansio Mirai Fit. Они имеют усиление низких частот на 13 дБ с плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь идеально приходится на 3 кГц. А затем мы видим, как высокие частоты уже постепенно затухают после 10 кГц. Поэтому нам сразу здесь становится ясно, что это определенно будут не яркие и не светлые по подаче наушники, поскольку высокие частоты здесь совершенно не подчеркнуты, и поэтому они делают звук этих наушников слегка сглаженным и аккуратно затемненным в этом диапазоне. А вот в сравнении с Tansio Mirai Armor мы можем сразу заметить, что в целом концепция тюнинга у этих наушников она очень похожая, но звучат они, поверьте мне, сильно по-разному. Тем более, что нужно учитывать, что у Armor есть свой козырь в рукаве в виде наличия переключателей на корпусе, поэтому вы можете сделать их еще более басхедными по подаче. И тут уже, как видите, даже в сравнении со стандартной настройкой 0.2.0 у Armor, Fit по низким частотам никак не дотягивают до Armor, и Armor здесь в сравнении с ними звучат куда массивнее и панчевее, да и к тому же еще и текстурнее. Ну ладно, низкие частоты, окей,
так разница здесь еще есть и на высоких частотах, где Armor подают этот диапазон прозрачнее и воздушнее с более техничной и открытой подачей, и они уже в сравнении с Fit точно не такие темные и уж точно не гладкие, поэтому тут уж, ребята, смотрите сами, что вам ближе по душе, ведь возможно, что Armor как раз таки вам наоборот понравится больше, поскольку у них действительно есть огромные преимущества, а вот разница в цене между ними не очень-то и большая. Ну а теперь давайте уже наконец-то обсудим звучание наушников Tancio Mirai Fit более подробно. И первое, что сразу привлекает внимание в Tancio Mirai Fit, это бас, поскольку это басхедные наушники, как и все другие модели TSMR, что я уже обозревал. И здесь безусловно есть тот самый фундамент, который определяет весь характер их звучания. У него есть и вес, и воздух, и объем, и он ощущается буквально физически. И по восприятию это не просто будто много баса, а именно взрослый, достаточно текстурный, рельефный и хлесткий бас, в котором есть и глубина, и уже необходимая энергия. И сабас уходит достаточно глубоко, создавая прочный фундамент для всей звуковой картины. Он не давит, не гудит, а будто дышит под миксом, добавляя необходимого масштаба и атмосферы. И ты не просто слышишь его, а ты реально его чувствуешь, как будто бы вот эта волна энергии мягко прокатывается сквозь трек, особенно в электронной, эмбиентной или даже кинематографичной музыке. А мидбас — это уже можно сказать, что сердце Fit. Он плотный, довольно быстрый и с красивым и округлым ударом. Каждый ритм ощущается упругим и собранным, а бас-гитары звучат очень натурально, с отчетливыми вибрациями струн и едва заметными переходными оттенками. И при всей вот этой мощи бас никогда не лезет на середину, поскольку контроль тут идеальный. Затухание достаточно короткое, и все благодаря этому звучит чисто и очень аккуратно. И что мне особенно все же нравится, это как Fit совмещает вот эту физичность и атмосферу. Бас здесь будто живой, дышащий, не зажатый и не задушенный. И ты реально чувствуешь его многослойность, глубокий фундамент саббаса и энергичный мидбас и уже легкие послезвучия, которые придают большего объема и воздуха. И это буквально редкое сочетание силы и музыкальности, когда низкие частоты уже не просто присутствуют, а становятся как бы уже частью целого пространства и даже частью настроения. И в итоге низкие частоты в Tancio Mirai Fit — это пример того, как можно соединить и силу, и изящество. Они придают музыке вес, драйв и телесность, но никогда не перегружают ее. И это именно те действительно музыкальные, эмоциональные низкие частоты, которые просто хочется слушать снова и снова. А средние частоты в Tancio Mirai Fit — это уже про живость, выразительность и ту самую эмоциональную плотность, которая заставляет музыку звучать словно по-настоящему. И здесь нету ни малейшей попытки сделать середину подчеркнуто аналитичной или холодно-сухой. Напротив, она словно была пропитана изнутри аналоговым теплом и естественной музыкальностью, из-за чего воспринимается на слух уже мягко, приятно и будто бы даже по-домашнему уютно. И вокалы благодаря этому здесь звучат по-настоящему телесно, с характерным весом и живыми интонациями. И, например, мужские голоса в своей подаче такие плотные, уверенные и с насыщенным грудным резонансом, а женские уже более нежные, округлые и с аккуратным акцентом в верхней части диапазона, который добавляет им уже эмоций и большей выразительности. И все на слух звучит прям цельно, слитно и по-настоящему живо, без излишней какой-то яркости или там искусственной стерильности. И Fit прям реально прекрасно передают всю эмоциональную структуру голоса, за счет чего ты чувствуешь как дыхание исполнителя, так и уже легкое напряжение в его интонациях и ту самую естественность, из-за которой вокал кажется уже более реальным, живым и присутствующим здесь и сейчас. Но инструменты в этом диапазоне подаются будто бы с душой. Гитары текстурные, очень динамичные и слегка шероховатые, а пианино имеет вес и тело, но струнные наполняют пространство своей мягкой бархатной текстурой. И все звучит здесь не сухо и не вылизано, а именно музыкально, с чувством воздуха и естественного объема вокруг каждого инструмента. И эта середина словно не просто передает вам звук, а как бы уже рисует целостную картину, где каждый штрих и оттенок на своем месте, но при этом ничего не было перегружено излишним количеством деталей, как это часто бывает уже в слишком аналитичных моделях. И в итоге средние частоты в Tancio Mirai Fit — это пример того, как можно объединить теплоту, эмоциональность и натуральность в одном звучании. Это та середина, в которую просто хочется погружаться, поскольку она не утомляет, не давит, а наоборот расслабляет и увлекает, позволяя музыке течь уже более свободно. И честно говоря, здесь вообще не хочется
нужно ничего анализировать, поскольку ты просто слушаешь и чувствуешь, как музыка оживает уже прямо перед тобой. А высокие частоты в этих наушниках — это уже про изящество, плавность и ту самую деликатность, которая дополняет общее звучание, делая его максимально законченным и цельным. И здесь точно нет ни резкости, ни чрезмерной какой-то яркости, ни попытки ослепить вас деталями, поскольку здесь все подано мягко, сдержанно и очень музыкально. Это именно те высокие частоты, которые не пытаются как бы быть в самом центре вашего внимания, а просто аккуратно подсвечивают весь микс изнутри, добавляя легкость, немного воздуха и более лучшее ощущение пространства. И с первых минут ты чувствуешь, что подача верхнего диапазона здесь очень зрелая и правильная. Тарелки и перкуссия звучат очень чисто и утонченно, с естественным послезвучием и без какого-либо там странного арматурного оттенка. А мелкие детали вроде там реверберации, послезвучия от инструментов появляются здесь не слишком навязчиво, а словно в нужный момент, просто оживляя и наполняя сцену. И при этом тут чувствуется вполне себе хороший уровень разрешения. Конечно, не сверханалитичный, как у Armor, а именно более округлый, музыкальный и плавный, когда ты ловишь все нюансы, но, так скажем, уже не концентрируешься на них специально, поскольку здесь все звучит естественно и сбалансировано, как будто каждая деталь была уже вплетена в общую структуру трека, просто уже не так более явно, как на более техничных и светлых моделях. Но вот за счет этого лично мне как раз и нравится, что верхний диапазон фит никогда вас не утомляет, и даже на высокой громкости тут нету ни намека ни на сибилянты, ни на какую-либо раздражающую звонкость, а наоборот, звук всегда остается гладким и очень комфортным. И в итоге высокие частоты в Tancio Mirai Fit — это пример тонкого вкуса и зрелого подхода. Они не стараются впечатлить вас каким-то искусственным блеском или безумной техничностью, а просто аккуратно добавляют музыки воздуха, легкости и завершенности. Это именно тот верх, который не перетягивает все ваше внимание, а делает звук объемным, дышащим и по-настоящему музыкальным, как будто бы последний штрих на идеально уже написанной картине. Но звуковая сцена в этих наушниках — это отличный пример того, как можно создать пространство, которое не просто звучит широко, а по-настоящему ощущается вокруг тебя. И здесь нету какого-либо искусственного растягивания звука в стороны ради эффекта, а наоборот, сцена формируется очень естественно, с правильным ощущением глубины, ширины и высоты. Ты будто не слушаешь музыку, а сам находишься сейчас внутри нее. Все распределено по слоям, четко и живо, но при этом без потери общей целостности. Как будто каждый инструмент всегда знает свое место. И все работает уже на единый и музыкальный понятный рисунок. И первое, что чувствуется, это глубина. И фит создают прям реально тот самый настоящий объем, где звуки не просто выстраиваются перед тобой одной линией, а еще и уходят назад, формируя такое более трехмерное ощущение пространства, которое дышит изнутри. И вокалы при этом всегда занимают естественную позицию, немного впереди и с хорошей телесностью, а за ними уже аккуратно выстраивается вся сцена. Ближе слышны ударные и ритм-секция, а чуть дальше гитары, синтезаторы и какие-то атмосферные элементы. И где-то уже совсем вдалеке легкое эхо, которое будто заполняет воздух между звуками. И, пожалуй, главное, что у Fit сцена воспринимается не как просто статичная, а именно живая. Она будто бы постоянно чуть меняется и движется вместе с музыкой, и как будто бы даже реагирует на все эмоции трека. И ты слышишь, как звук не просто расположен по панораме, а действительно имеет свою форму, объем и направление. И в этом есть не только реализм, но и чувство такого присутствия, будто ты сейчас сам находишься прямо в студии или на концерте, где все звучит в нужных пропорциях. Конечно, не так масштабно, как у старшей модели TS-MRX, но тем не менее тоже очень даже неплохо. Ну и в итоге я пришел к тому, что звуковая сцена в Tancio Mirai Fit — это про реализм, глубину и музыкальное пространство, в которое хочется возвращаться каждый раз. Это именно та звуковая сцена, где все звучит живо, пространственно и по-настоящему вовлекающе. И ты не просто слушаешь музыку, а словно сам сейчас находишься внутри нее. Ну а вывод у меня получился таков: Tancio Mirai Fit — это действительно отличные басхедные наушники с выразительным, насыщенным и очень теплым звучанием. Они не стремятся к максимальной техничности или яркости, а берут именно своей музыкальностью и глубиной подачи. Бас здесь плотный, упругий, с хорошим панчем и контролем, а середина теплая, естественная и с живыми тембрами. Ну а верх мягкий, гладкий, но достаточно детальный и воздушный. И это именно те наушники, что никогда не утомляют, а по
погружают музыку, создавая атмосферу комфорта и вовлечения. Я действительно считаю, что это прекрасный выбор для самого первого знакомства с брендом TSMR и его фирменным подходом к звучанию. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке всем любителям такой подачи. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.